them. And so if they step on something, they're very vulnerable. Okay. So we'll talk more about that later. Я But не a совсем tetanus понял, shot is но very какие-то important. проблемы у пожилых есть с высокой чувствительностью ступней, может, или... Не, если на скорость наступаешь, А. типа как столбняешь. вот так вот. I guess what I'm И они saying не делают этих прививок потом, после заражения, да. is if you have a health or wellness minister, И если есть служитель, который заботится об этой части жизни пожилых, consider the health status of your congregation. представьте, как это усилит общее здоровье общины. Can we do more to improve the health of all our members? Можем ли мы что-то еще сделать, чтобы еще лучше себя чувствовали люди в общине? I'm finding that a lot of what we used to call ministers of education И я обнаружил, что многие, кого мы are now называем expanding their responsibilities to include health. служителями в плане назидания церкви, они добровольцами становятся в том, чтобы заботиться и о физическом здоровье. Okay, these are some questions that I would like to leave with you И before вот we я begin to вам talk. вопросы дам, на которые я хотел бы, чтобы вы ответили. I wish you would write down these Вы questions. их запишите. I wish you would share your answers with someone else here. И потом, когда запишете ответ на вопрос, можете с соседом поделиться своим ответом. While we're together. Сейчас, пока мы здесь вместе. The first question Первый. is how do you define age and aging? How do you define age and aging? Какое определение вы даете старению в процессе взросления? Сложный вопрос. I want you to think about that a few minutes. Another, has our time А together, возрасту. Какое определение вы даете возрасту в процессе взросления? as our time together, has this changed your understanding of what age and aging is? Отличается ли сейчас ваше понимание возраста и взросления, чем то, которое было перед семинаром? Aging is normal. Взросление – это правильный процесс. You can't stop aging. Вы постоянно взрослеете, это нельзя You остановить. have to learn how to negotiate. We have to slow down. Okay. Yeah, they are writing down. Okay. Повторить что-то надо, да? Second, can you repeat the second? How do you define age and aging? Как вы определение даете возрасту в процессе взросления? Это первое. And how has our time together И это же продолжение первого вопроса, это как бы дополнительный. Поменялось ли ваше понимание этих терминов how has our time together changed your understanding в ходе семинара? of the importance of your ministry with the older population? My next question. Okay. If you had to put down a number without thinking about your birthday, how old would you consider yourself to be? Отвлекитесь от даты своего рождения и запишите тот возраст, на который вы себя чувствуете, воспринимаете. Это второй вопрос. How many of you did what I asked you to go to the bathroom, write your age on a piece of toilet paper, and Сколько flush из it out? вас выполнили упражнение с туалетной бумагой? If you do that, you will be liberated. И если вы это выполнили, то вы уже сдали экзамен. So much of what we do, we age grade it. Что мы делаем чаще всего и больше всего? Мы приковываем себя к возрастному цензу. The worst thing you can do is act your age. А еще худшее, что может быть?
если вы начнете поступать и жить так, как ваша календарная дата говорит. You're so much more than a number. Потому что вы — это не дата вашего рождения. The next question. Следующий. What makes one old, really? А что старит человека? Что человека делает старым? You see, that's not part of God's plan for us to be old. Видите, в Божьем плане нет идеи превращать людей в стариков. Quite often, what makes us feel old is somebody else that tells us Часто that we're old. мы становимся старыми, когда нам другие говорят, что мы уже старые. You usually buy into what other people say you are. Мы часто поддаемся мнению других. He's much younger than what he appeared when we talked with each other on the television screen. Он намного моложе, чем выглядел в скайпе, когда мы с ним общались. I see him as just over 21. Где-то 21 с плюсиком. He's just lost his baby teeth. Да, недавно только молочные зубы выпали. Никак не найду куда. You get what I'm saying? So often, other people tell you how old you are, how old you're supposed to be. И часто вам другие говорят, как вы себя должны чувствовать на свой возраст. And in most cases, they're incorrect. И чаще всего говорят неверно. You must begin to differentiate between growing old И and вам growing older. нужно, вы просто обязаны учиться различать, становиться стариком или старухой, или взрослеть. Это разные процессы. Before you answer these, I want to ask you to spend a little bit of time, then I would like your answers. Да, и я потом попрошу, чтобы вы мне ответы озвучивали. Так что не пропускайте вопросы. There's a word that I need to give you. It's called adaptation. Слово приспособление, адаптация. When you adapt Когда вы приспосабливаетесь to the changes к переменам, in your life because you're growing older, потому что меняетесь физиологически с возрастом, you have very positive characteristics. то этот процесс сопровождается очень позитивными терминами. For example, the word zest, Z-E-S-T. Кто-то знает это слово? Я не все английские слова. I don't know this Zest, energetic, энергичный человек. Zest. okay? Я что-то новое учу. You understand more about living in the present. Вы уже лучше начинаете понимать, как жить в сегодняшнем моменте. Many people live in the past. Многие люди живут прошлым, а кто-то живет мечтами о будущем. We need to teach people how to live in the present. Нам нужно учиться и учить других, как жить сегодняшним, настоящим. A few quotations. Несколько цитат. You can burn brightly without burnout. Вы можете ярко гореть и не сгорать. Не выгорать, наверное, так правильно. Вы можете ярко гореть и не выгорать. One of my favorites by a woman, God never put anyone И моя любимая цитата, ее женщина in произнесла. a place too small to grow in. Бог никого не помещает в такие условия, где рост невозможен. Live life and Еще forget одно. your age. Живи, о возрасте не думай. Sometimes we use age as a crutch. Иногда мы пользуемся своим возрастом как костылем. Do you know how old I am? Ты что, не знаешь, сколько мне You лет? shouldn't ask me to do that. Ты меня просишь вот это сделать? Don't let people do that. Не позволяйте никому вас так совратить. I didn't learn to fly a plane until I was 50 years old. Я первый раз зашел на борт самолета в 50 лет.
And people said, you could get killed doing that. И люди говорили, ты ж мог помереть в полете. I said, really? Я говорю, да вы что? Take a risk. Принимайте, да, идите на риск. So in closing, before you answer, И what I've в tried to do is завершение I want you to understand я хочу, чтобы вы поняли, that whatever you do, it has to be biblically based. что бы вы ни делали, это все должно подтверждаться Писанием. There's so much of the Scripture Так много текстов есть, that it can help us которые помогают to understand how to grow older понимать взросление and glorify God in doing it. и прославлять Бога в этом процессе. Secondly, I want you to understand that life isn't open-ended. И второе, я хочу, чтобы вы помнили, It's жизнь an open door. – это открытая дверь. And a lot of the people tell you it's a closed door. А многие вас будут убеждать, No, it's an open нет, door. закрытая дверь. It's an open door. When you look at the great discoveries of the world, Когда вы смотрите на все the majority открытия of these великие, discoveries were by older people. и многие из этих открытий совершены пожилыми людьми. I want you to understand as pastors, there is a difference between a linear Как пастором я вам скажу, есть разница между and a cyclical life plan. between A cyclical and a linear and cyclical. Есть разница между такой линейной жизнью, да, и цикличностью, которая есть в жизни. Many of us live life as if it's linear. Многие из нас живут, как будто жизнь это прямая полоса. It's a straight line. Линия прямая. You experience things only once. Вы что-то первый раз вот испытали, сделали, и больше же никогда не сможете в первый раз. When you talk about a cyclical, А когда говорим о цикличности that means жизни, that I learn and I continue to learn. это значит, я учусь, Each я day of my продолжаю учиться. In other words, I started out to school, but I'm still going to school. Я в школе, I'm и studying я genetics повторяю now этот процесс. as to how you can affect your heredity. И And there's things that we can в этом do. процессе мы преодолеваем даже свои какие-то наследственные моменты. They're not in cement. Мы становимся способными делать то, чего были не способны раньше. So when I say life is open, И когда я говорю, жизнь это предприятие с неограниченными возможностями, we're able to do whatever God wants us to мы do. можем делать все, что Бог для нас приготовил. Have you ever heard the word let go and let God? Let go and... Let God. Слышали такую поговорку «Отпусти, пусть Бог совершает»? In other words, yield to our God. Другими словами, доверься Богу, Он выполняет свою работу. I want you to overcome the maturity myths. Those myths Мифы есть о that are взрослении. untrue. Они действительно мифы, это неправда. One example Пример. is that older people cannot learn. Старики уже ничему не научатся. They can learn. We must change our methodology. Нам только надо иначе их обучать. So, we're continuous. Мы продолжаем процесс. There's so many myths И мифов много. in our life that we can't deal with change. Например, невозможно смириться с переменами, We с can't старинными. deal with change. The word adaptation Но есть такое слово «приспосабливаться», is the key. и это ключевое слово. You see, I think that destination of one's life is not a matter of chance. И я думаю, что наше предназначение, оно не определяется случаем, It's a matter of choice. оно определяется нашим выбором. I don't believe in luck, Я не верю в удачу, okay? God is in charge. потому что Бог правит.
But we have to submit to Him. Но нам надо выбрать подчиняться ему. And that's very difficult А это непросто. because of our sinful nature. По причине нашей греховной природы. So I'm going to stop there, and I want to hear what you have to say. И теперь я останавливаюсь, завершаю, и я хочу услышать ваши вопросы. So how is your understanding of aging changed as of today? И ваши комментарии, да, как изменилось ваше понимание старения и взросления после того, как вы прослушали беседу? Anybody? Пожалуйста. Ну, я немножко пересмотрел некоторые моменты своего понимания. То есть, Reviewed my understanding. жизнь, когда человек стареет, не заканчивается, Doesn't end with aging, а продолжается. but Я услышал то, что интеллект не становится хуже, а просто меняется способ обучения. И немножко пересмотрел свой взгляд на пожилых людей. And I changed my understanding of what Спасибо. Other answers? Еще кто-то, да? Моє розуміння цього питання не змінилося, тому що я вже давно приймала таку точку зору. І на бумажці я написала і викинула зараз. Це як ритуал. У мене був приклад в сім'ї. Приклад в сім'ї, моя молода мама в 70 років, яка лізе на дерево і робить всяку таку роботу, яка молода робота. Тому я бачила такий приклад в сім'ї, і я розумію, що людина може бути молода, сочна і плодовита і в старості. Thank you. Я поняла, что есть много стереотипов, больше относительно возраста. И что возраст не надо судить с точки зрения паспортного возраста, физиологии. И не надо спешить делать себя или кого-то старым. May I ask you another question before I take? Еще вопрос этим главным. As you grow older, Вот когда can you вы grow younger? взрослеете, становитесь ли вы моложе? Yes, some say yes. We can grow younger because youth is not part of chronological age. Мы можем становиться моложе, обновляться, потому что это не является процессом биологическим. I believe a lot of people grow old Я because of what считаю, they give up. что многие стариками становятся, потому что сдаются. There's an anthropologist А есть антрополог, that wrote a book entitled Learning to Grow Younger. который написал книгу, озаглавленную «Учимся взрослеть молодея». He says that people grow old because they give up what keeps them И он young. утверждает, что люди становятся стариками, потому что сдаются в процессе взросления. Yes. Они сами себя. Работая в реанимации, я давно заметила, что те люди, которые у нас находятся в каких-то критических состояниях послеоперационных, те, которые причитают, говорят, что да, я старый, я, наверное, не вытяну такую тягость. Те на самом деле выздоравливают, если выздоравливают, то выздоравливают намного хуже какой-нибудь той бабушки, которая на следующий день после операции ищет зубную помаду под подушкой. Она быстрее. They are so much worse in their progress than the grandma who has lipstick under the pillow. Yeah. Well, this anthropologist, И вот антрополог этот, he says он говорит, that we give up such things as play.
мы перестаем играть. So when I meet somebody new, I don't ask them what they do. I Я ask когда them what they want. знакомлюсь с людьми, я обычно не спрашиваю, какая у них работа, я спрашиваю, какие игры вы любите. I still yo-yo. Я люблю йо-йо, I still spin a top. спин. A top. A top. Да, So, да. see, one of the things, we don't fully understand the benefits of play. Мы не понимаем, насколько большую перемену игра приносит. Do you realize in the Gospels that Jesus said that we should be childlike? Вы помните, в Евангелиях Иисус говорит, будьте подобны детям. Not childish. Не превращайтесь в детей. There's a difference. Это большая разница. So I want you to be more childlike Я хочу, чтобы вы были подобны детям and less childish. и меньше впадали в детство. Спасибо. This anthropologist identified 28 different things И он описал 28 разных особенностей, that give up. как можно сдаться. 28 способов сдаться. Music, Музыка. dance. Not to give up. You don't give them up. People that give them up grow old. 28 особенностей, которые позволяют мне сдаться. This will keep you Музыка, young. танцы, Love. I can't mention all 28, but the point is that you should be about growing younger as you grow older. То есть идея в чем? Когда мы взрослеем, мы молодеем, обновляемся. And you can do it. И это возможно. I can show you. I would go outside right now and have a foot race with him. Я бы сейчас пошел и с ним устроил And соревнование I по would beat ходьбе. him. И я бы выиграл. By the time he took his first step, I would be finished. И если он пока I еще would have первый won the шаг race. сделает, я уже закончу. So all I'm saying is that in our genes, У нас в генах we have the capability of growing younger заложено as обновление we grow older. с возрастом. But we give up these precious things Но мы отказываемся от самого процесса обновления, in the name of maturity. чтобы выглядеть взрослее, Act your age. чтобы проявлять внешне себя согласно дате рождения. My children are always saying, Dad, you're too old. Мои дети мне периодически говорят: папа, ты уже слишком старый для этого. You saw my wife, a very beautiful woman. И вы видите мою жену, прекрасная женщина, красивая женщина. She shocked her daughters because she wanted to buy a bikini. Она шокировала дочь и говорит: поехали, я бикини себе выбираю. They're constantly telling us we're too old. Они в таком смысле, что да, ты, наверное, староватая уже. So we have a lot of contradictions. Поэтому у нас много таких противоречий. At Christmas, when my children say, Dad, what do you want? Когда на Рождество дети спрашивают: папа, что тебе подарить? A toy. Я говорю: какую-нибудь игрушку. I don't want a tie. Не галстук, I don't want socks. не носки I don't want a handkerchief. и не платочки. But I want something to play with. Что-то, с чем я бы играл. We lose our imagination. Воображение наше начинает умирать. So there's so many things we give up. И если мы столько разных важных моментов просто убиваем In the name of maturity. во имя взрослости. Maturity is a bad word. Взрослость — это слово плохое, ругательное. So other comments on how old you are. Еще один комментарий по поводу взросления. Я все-таки закрою окно. Я вообще не могу перекричать Божий голос за окном. I'm listening. Да, от вас еще комментарии по взрослению. Yes. Just because I
У меня мама 79 лет. My mother is 79. Да, но она это неправда. But that's Она мне с детского дома перед войной. У меня мама, когда я покаялся, ей было 77 лет. when I repented, Она, she я говорю, said, мама, ты живешь, говорю, в грехе с дедушкой. Она сошлась 10 лет назад. И она 70. "You're insane, because you are living with a man." И она в 77 лет расписалась, а дедушке было 83. Дедушке было 83, но они до сих пор живут, да. Но у меня мама, говорит, у меня состояние души молодая. У меня мама была везде, поднимала по Донецкой, по Запорожской области, она поднимала дома культуры, клубы. И это, говорит, состояние души постоянно, когда у тебя хорошее, ты не стареешь. То есть вообще она уже прабабушка, но попробуй на нее сказать бабушка. Сразу куча обид. Что такое состояние души? Спасибо. Когда работаешь с пожилыми людьми, ну, чему я научилась, да, отделять их от их возраста. And I work with people and I learn to separate them from their age. Потому что даже они сами себе часто говорят: ой, девочки, пошли там. Как говорят? Девочки, пошли. Because often they speak to themselves, between themselves, and they say, girls, let's go. That's called age segregation. Это понятие называется возрастная сегрегация, деление людей в плохом смысле на возрастные категории. In other words, we tend to define people on the basis of one variable. Мы определяем людей в какую-то категорию только по одному признаку. That's called a single factor fallacy. Это называется ошибка однофакторности. Только один признак. A pastor will learn more about his older congregation if he understands what we call the period effect. Пастор лучше узнает о своей общине, о возрастах в общине, если будет использовать периодический эффект. The period effect, the cohort effect, cohort, C-O-H-O-R-T, cohort. Когорта, эффект когорта. You have to look at older people from a macro perspective. Вам нужно смотреть на стариков с высоты птичьего полета as well as a micro perspective. и также с близкого расстояния. И макровзгляд, и микровзгляд. You look at them with a telescope. Вы смотрите на них в телескоп и в микроскоп. И вот тогда определите. А еще не называть их стариками. And also, we shouldn't call them old guys and old. That's part of the stereotypes. Это часть стереотипа. In our country, we call the old hoot, the geezer. Вот такие слова у них используют для Those do a lot of bad. I would love, I wish we had the time. Может, нам свет включить? I think the word adult is ageist. Because quite often, adult is ageist. In other words, it's a discriminative. И я думаю, что слово «взрослый» — это слово дискриминирующее. Some people say, grow up. Некоторые Be люди adult. говорят, I don't want to be adult. Because there are age norms that go with переводить them. вот термины, да? Age norms or behavioral expectations. Потому что, когда говорят «взрослый», это накладывает уже на человека определенный стереотип поведения. So you need to be who you are. Ты должен быть тем, кто ты есть. And not let age be something that interferes И with не what God has for позволять you to do.
возрасту определять, кто ты. Он будет просто пожить. Еще очень важно преемственность поколений. And also it's important the generations succession. Yes, and we need to recognize the distinctiveness И of each нам надо generation. и разницу между поколениями тоже понимать и признавать. Но как и молодые могут много научить дальше. Ну, Да и- технологии и так далее. Younger generation can teach new technologies, Также for example, очень много могут Yes. but молодые. older generation can Тогда teach much если будет взаимно, experience, эти два поколения Or they can teach the научатся younger понимать. people, and they will understand each other better. they can teach the younger people what work is. И они, старшее поколение, чему может учить молодежь, что такое пахать, работать у всех. Many people in my country that are young, Многие в нашей стране, they live as if everything is their right. A right. It's a privilege. и они живут так, как будто им все обязаны всем. But they don't understand responsibility. Они не понимают правильного термина, что такое ответственность. Or consequences. Или последствия поступка тоже не Man, yes, please. Мне очень понравилась конференция. Ну, знаете, как пастору приходится видеть всех с кафедры, и все это время я видел свое собрание. Вот. Я их очень люблю, но не мог понять за что. Вот. Я понял теперь вот эту уникальность, которая открылась с возрастом. Как называть их, я до сих пор толком не разобрался. Какое правильное название, и, наверное, не надо давать никакого определения, и даже там, знаете, почтенный возраст, что мы только не выдумывали. Вот. Наверное, нужно просто относиться как к братьям и сестрам. И все. У нас церковь называется Золотая молодежь. Ну вот их уникальность, она мне открылась очень сейчас. There are all kinds of names. Да, разные используют характеристики. They're meant for good. И But what they do, they separate. идея сама хорошая, но все равно она имеет свои побочные эффекты и как-то разделяет людей тоже, чуть-чуть. I like to call them by their names. Я люблю называть людей по имени. If they give me permission to call them by their first name, I will. Если мне разрешают, чтобы обратиться к ним на «ты», то я так с ними говорю. Or I can call him my brother, Или говорю or «брат мой», woman my sister. «моя сестра». But I think we make up some names. Я думаю, что некоторые названия мы как бы искусственно создаем, и они приклеиваются. They're counterproductive, they don't help. Они не помогают. The church is a community. Церковь – это община. And there's a word in biology called symbiosis. И в биологии есть понятие Are симбиоза. you familiar with that Вы word? знакомы, да, с таким? Symbiosis. Симбиоз. People relate to one another. То есть They что-то complement one подобное, another. да? One is not a parasite, but they need one another. Не потому, что они паразитируют друг на друге, а потому что есть правильная необходимость этим видам сосуществовать вместе. Before we go today, may I just say a few personal words? И хочу несколько личных комментариев оставить с вами. Мы уже завершаем. It'll be short. Я кратко поговорю. This is my first trip to the Ukraine. Это мой первый визит в Украину. I've been in a lot of different parts Я in the last few days. в разных уголках Украины за буквально 3 дня, 2 дня. I have such a heart И мое сердце как-то прилепляется for all of you. к вам I would всем. stop people on the street or Я in the country. смотрю на людей на улицах, We knew each other. и такое впечатление, что мы знакомы.
We accepted each other. Мы как-то принимаем, мы радушны друг к другу. There was no need to put on a mask. Люди не закрываются какими-то масками. I see a real, authentic people here. Я вижу здесь людей более реальных, подлинных. And my time with you И мое время сейчас, проведенное с has вами, far exceeded и оно превысило все мои ожидания. any information I may have given you. Все, что я вам рассказывал, все, чем делился, I'm familiar, I think about, as I see you, of what Philippians said. I thank God и в Филиппийцах for every сказано, remembrance of you. Павел апостол говорит: я благодарю Бога при каждом воспоминании о вас. I hope this will be the beginning Я надеюсь, что это начало нашего сотрудничества, of a meaningful значимых отношений, that we each grow и мы будем возрастать в них. by looking at each other. Мы будем смотреть, как другой развивается, живет, и это будет нас вдохновлять. So I thank you for the privilege. И я благодарю It's been вас my privilege, за эту честь, потому что для меня это my честь, honor for you to listen. что вы собрались и слушали меня. As a teacher, I have a strong responsibility Для учителя, я как учитель имею очень серьезные обязательства. to share information and knowledge that will help you. Давать вам, открывать вам то, что вам пользу принесет. And it's my prayer И я молюсь, that this day in some ways changed your life. что эти встречи, они поменяют и вас. Well, where you will take 2 Corinthians И вы возьмете текст из 2 Коринфянам 5:17, 5:17, where all of us are new creations. и там сказано, что каждый из нас это новое творение. We continue